Итак, всех приветствую, любителей средневековья и стратегий. Видео снято в связи с тем, что встречаются довольно много вопросов, где и как скачать последнюю булатку и вообще как ее правильно установить. В общем, по многочисленным просьбам и чтобы облегчить процесс установки тем, кто решил попробовать мод впервые. Поехали! Прежде чем установить булатную сталь, убедитесь, что у вас есть установленная игра Medieval 2 Kingdoms. Есть две версии Medieval 2 на сегодня. Это версия 1.5.0, так называемая дисковая версия. Есть также версия 1.5.2, Steam версия лицензионная, или она еще называется Definitive Edition. Пиратскую версию 1.5.2 я не рекомендую использовать с модами и с булаткой в частности. На том, как установить, купить оригинальную игру, я останавливаться не буду, это достаточно просто. Итак, вы имеете установленную Medieval 2, но прежде чем перейти к установке непосредственно булатки, модов, для владельцев оперативной памяти выше 4 гигабайтов, то есть я так полагаю, что таких большинство, нужно установить и пропатчить главный экзешник игры, то есть Kingdoms Exe. То есть снять лимит в 4 гигабайта на использование оперативной памяти игрой. Это обязательное действие для избежания крашей в игре. На новых компьютерах у старых игр нужно в большинстве случаев патчить исполняемые файлы по тем же самым причинам. А в версии 1.5.2 Kingdoms Exe отсутствует, то есть его нужно воссоздать простым копированием и переименованием из файла Medieval 2. Если этого не сделать, то моды вы запустить не сможете, и игра будет выдавать некую ошибку, что Kingdoms Exe файл не найден. Как пропатчить экзешники игры? Идем по ссылке в описании, скачиваем простенькую программу Large Address Aware, инструкция которой также имеется в архиве с ней. Но имейте в виду, что экзешники пиратки 1.5.2 патчить нельзя, и я вам ее не рекомендую. Запускаем программу, указываем путь к нашим экзешникам игры, это Kingdoms и Medieval 2. Вообще нужна только Kingdoms, но я рекомендую на всякий случай пропатчить и Medieval 2, лишним точно не будет. Указываем Kingdoms. Здесь ставим галочку. Если у вас оперативной памяти меньше, чем 3 гигабайта, то вообще запускать эту программу и патчить экзешники вам нет необходимости. Ставим галочку и нажимаем Save, и видим, что экзешник наш пропатчен. И то же самое делаем со вторым. Нажимаем Save, все, готово. Итак, у нас установлена Medieval 2 Kingdoms и ее экзешники пропатчены. Ну а теперь мы готовы к установке непосредственно булатной стали. Место, на которое ссылаются форумы, Discord и YouTube, это платформа ModDB, где находятся практически все известные мировые модификации игр. Ссылку на страницу нашего мода ищите в описании под этим видео. Переходим по ней, и открывается главная страница. Как правило, на главной странице всегда публикуется актуальная информация о последних официальных версиях и релизах булатной стали, а именно общедоступная версия и фиксы к ней, и та, которая находится в стадии бета-тестирования в раннем доступе по платной подписке на спонсорских площадках, и которая спустя некоторое время тестов и проверок также выходит в общий доступ. Участвуя в тестировании последних обновлений по платной подписке, вы поддерживаете работу над модификацией, инвестируете в развитие и улучшение мода, а также получаете дополнительные бонусы от нас в Discord сообщества, такие как доступ к рабочей кузнице с закулисьем нашего моддинга, отчеты о работе, техническая поддержка, презентации новых юнитов, свежие фиксы, обновления и многое другое. Мы рады работать для вас и радовать вас новым контентом. Если вы устанавливаете версию, которая в раннем доступе, скачиваем установочные файлы на спонсорских площадках. Ссылки также будут в описании под видео, инструкция по установке будет там же в архиве. Также не забудьте привязать свой бустик к Discord, чтобы получить доступ к свежим фиксам, мода и объявлениям. Если вы устанавливаете общедоступную версию, переходим во вкладку «Файл», странички булатки на ModDB и кликаем на самую верхнюю раздачу. Как правило, в самом верху это и есть самая последняя общедоступная версия булатной стали. Нажимаем Download Now, скачиваем архив, распаковываем его и скачиваем установочные файлы с помощью программы uTorrent. Когда загрузка установочных файлов завершена на 100%, запускаем инсталлятор. Музыку установщика можно
отключать. Внимательно читаем текст установщика, это может помочь в решении некоторых проблем запуска мода, такие как установка DirectX 907C и библиотек C++ по ссылкам в установщике. Например, без DirectX 9.0c у вас просто не запустится игра и будет просить файлы библиотеки DLL. Ну а Microsoft C++ библиотеки также крайне необходимы для работы разных игр и приложений и никогда не будут лишними. Далее указываем путь к вашей папке mods оригинальной игры. Название папки мода инсталлятор пропишет сам. Главное, чтобы в папке mods не было папки старой или другой булатки. Выбираем папку mods, нажимаем ОК, и как мы видим, установщик сам прописывает дальше название папки мода, куда будут установлены все файлы. Далее выставляем ярлыки на рабочий стол по желанию. Нажимаем «Далее» и нажимаем «Установить». Итак, установка завершилась. Остается узнать, не выходило ли последних фиксов после официального релиза мода. А узнать это можно на главной, опять же, странице мода на ModDB. Сейчас раздача Extended перезалита буквально недавно с 4-м последним фиксом, и никаких дополнительных фиксов и патчей устанавливать не нужно для максимального удобства игроков. Но когда будут выходить будущие обновления, очень вероятно, что фиксы после релиза официально выходить таки будут, и ссылка на них обычно публикуется также на главной странице мода. Ну и конечно, мы объявляем о выходе фиксов в Дискорде. Итак, мод установлен, фиксы проверены и тоже установлены. Теперь остается только выбрать скрипты BS Setup. Выбирайте скрипты внимательно, так как в ходе начатой кампании их менять уже нельзя, за исключением, конечно, только музыки. Далее нажимаем «Применить скрипты», ждем их применения. Чем больше скриптов вы выбрали, тем дольше они будут применяться, и можем запустить 7 интересных и эпичных кампаний и заруб в булатной стали. Отдельная благодарность всем спонсорам проекта за поддержку развития булатки. Всем пока!